Добрый день, друзья! Пришла долгожданная весна. С погодой, непогодой, но все равно это весна. Мы наслаждаемся такой зеленью, мы наслаждаемся цветами, новыми запахами. И вот в эту погоду хочется готовить что-нибудь, салаты, которые вот сейчас уже появилась и редисочка, и укропчик, и петрушечка, и салат. Значит, вот сегодня я хочу приготовить не салат. Я хочу приготовить такое, вроде как тривиальное блюдо, зеленый борщ. У нас на Украине это очень распространенное блюдо, и готовят его практически во всех семьях. Я хочу приготовить борщ, именно который характерен для нашей местности. И, извините за банальность, и так, как готовила его моя бабушка. Я, так сказать, вот вспомнила это все, и мне очень захотелось поделиться этим рецептом. Давайте рассмотрим, что мы берем. Вот я вам хочу показать такую штуку. Посмотрите, у меня в руках крапива. Вот моя бабушка всегда говорила: весна, иди за крапивой. Зачем? Будем варить зеленый борщ. Она всегда говорила еще: весной надо съесть 3 зеленых борща с крапивой. Бросалась пучочек крапивы немного. Такая вот она, та, которая не жарится желательно. Но если такой нет, можно и такую жалючую крапиву взять. Неважно. Главное, что ее присутствие в этом борще. Сейчас определим все ингредиенты, которые мы будем закладывать в этот борщ. Предварительно я сделала бульон мясной, правда. Вы по желанию можете этого не делать, можете варить, например, с маслом этот борщ. В общем, приступим. Для зеленого борща мы берем, естественно, картошечку, морковку и лучок. Картошки 3 большие, лука 1 и 1 большую морковку. Еще я беру красный перец. Нет красного перца, пожалуйста, можете не брать. Я взяла 6 яиц. На 3 литра кастрюлю я беру 6 яиц. Яйца я уже очистила, все нормально. Может, вы удивитесь, что так много, но я вам хочу сказать какое-то определенное время. Я варила борщи, там 2 яичка, 2 яйца бросала, 3 яйца. А потом я попробовала борщ, где много яиц, и мне он очень понравился. Зеленый борщ варится с щавлем. Щавель предварительно нужно очистить, помыть, вот обрезать эти кусочки, которые плохие, плюс убрать ножку на листе, чтобы был только листик. Я еще беру чеснок зеленый, вот чеснок, и лук зеленый, такая у меня большая луковица, и, естественно, зелень. На зелень идет укроп и петрушечка. Все у нас практически покрошено, значит, закладываем картошку, морковку и лук. Бульон я варила тоже с 1 луковицы. Кипящий бульон бросаем картошечку. Предварительно я ее перекрошила кубиками. Морковку натерла. И лук репчатый. Пока картошечка варится с морковкой и луком, я покрошу щавель, зелень и чеснок и лук. Сейчас я вот этот маленькую веточку крапивы добавлю той, что у меня уже есть.
И режем щавель. Щавель небольшими. Ну, я так режу, по крайней мере. Щавля я люблю много в зеленом борще, чтобы он был кисленький. Еще можно добавить шпинат. У меня вот сейчас нет шпината. Тут немного, хотя бы маленький-маленький пучок. Это тоже очень полезно и вкусно. Ну, коль нет шпината, у нас крапива зато есть. Теперь берем чеснок. У нас зеленый чесночок. Не старый, а молодой, с зеленью. Я его вот так вот разрежу наполовину, даже еще больше. Вот эту часть белую я буду крошить и бросать сразу же с щавлем. А зеленую часть уже когда будет все сварено в самом-самом конце, вместе с петрушечкой и укропом. Можете даже не в кастрюлю бросать, а в тарелку. Например, мне очень нравится, когда зелень чеснока в тарелке. Это очень вкусно. Ну, в общем, все на ваше уподобание. Как вам нравится, так и делайте. Но присутствие чеснока у меня лично обязательно. Тем более, если весна, вот все есть. И зелень, и укроп, и петрушка, и, ну, боже мой, и лучок, и чесночок. Все есть. Почему бы это все не бросить в зеленый борщ? Я сразу бросаю сюда к щавлю. А луковицу, белую часть, мы только покрошим все и добавим сюда щавель тоже. Щавель варится недолго. Мы все измельчили, щавель, лук, чеснок, зелень приготовили. У нас измельченная крапива. Осталось только покрошить яйца. Я на зеленый борщ крошу кубиками. Можно было бы и потереть, а можно было бы яйцо и сырое взять, и туда бросать, и размешивать. В разных областях готовят по-разному. Ну вот, я лично крошу кубиками, и все. Картошка наша сварилась. Время, когда закладываешь щавеля, и здесь и крапива, и вот, пожалуйста. И сюда же я бросаю сразу болгарский перец. Все, чеснок, лучок. Картошка сварена. Все, мы можем все это бросать в кастрюлю.
Пару минут проварится, и я бросаю яйца. Он густой получается, не жидкий. Даем возможность закипеть щавлю. Борщ закипел. Бросаю сюда яйца. И пусть он еще проварится минут 5-7. Все, прошло 7 минут, и мы бросаем еще зелень. И выключаем. По желанию зелень можете бросать себе в тарелочку, как хотите. Ну, я бросаю все сразу сюда, в кастрюлю. Все, будем насыпать наш борщ и пробовать. Борщ получился густой, наваристый. Ну и как сюда не добавить сметанки? И добавляем ложечку сметаны. Всем приятного аппетита! Друзья, если вам понравилось видео и сам рецепт гатнянского зеленого борща, ставьте мне, пожалуйста, лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал Людмила Морозова. Наслаждайтесь весной, наслаждайтесь буйством цветения, ароматами, красками и наслаждайтесь ясным, теплым весенним солнышком. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч!